Всем доброй ночи, друзья мои. Я вот только что вернулась из издательства, жутко уставшая, если честно. Потому что почти 7 часов просто в машине. Пробки сегодня ужасные. Обычно в эти дни вообще пробки такие непробиваемые. В Москве там самый пик. Я поехала за книгой и, обсудив там некоторые определенные детали, взяла одну книгу, книга для практиков, потому что там нужно было доработать дизайн второй книги, и поэтому вторая книга уже будет напечатана, то есть там еще было нечто недоделано, мне как бы предложили вот в таком варианте. Ну, мы решили все-таки, что лучше как надо все сделать и до понедельника. То есть вторая книга выйдет в понедельник. Это книга «Ритуалы для всех». Я очень благодарна издательству «Велигор». Очень хорошие люди, интеллигентные люди. Мне очень понравилось у них. Я думаю, что мы расстались как родные. Действительно образованные, умные люди, потому что с такими людьми очень приятно работать, потому что они могут дать направление, они могут объяснить, они могут улучшить. В конце концов, они твою книгу могут представить в достойном виде. Согласны? От этого очень много зависит. Ну вот в знак дружбы и дальнейшего сотрудничества мне подарили, это редактор Велигор, ее, не буду без ее желания называть, как бы имя человека, но вот я ей благодарна. Это ее авторские карты. Вот цыганский оракул, оракул цветов. Ну, скажем так, я пользуюсь и картами. Вот это мне особенно, конечно, понравилось. Очень необычный дизайн. Вообще карты как карты сами по себе. Вот я ей выражаю свою благодарность. Спасибо большое. Мне очень приятно. Скажем так. А теперь перейдем к книге. Вот, дорогие друзья, здесь опыт многих-многих лет моей жизни. Это, знаете как, я когда принесла домой, жутко уставшая, правда, взяла в руки, сижу и думаю, вот столько было препятствий, вы даже не представляете, как мешали изданию этой книги. Столько было трудностей, столько было испытаний. Это же не, знаете, не взято за несколько месяцев и издано. Это я к этому ушла 15 лет. Вот сейчас говорю, хоть я железный человек, а самой прям, знаете, слезы. Почему? Потому что поймет меня только тот человек, который сам шел по жизни вверх, карабкаясь просто, разбивая ноги, острые камни. Меня поймет только тот человек. Человек, которому кто-то взял, издал, кто-то за него отдал, кто-то чего-то поинтересовался, кто-то куда-то съездил, кто-то кому-то заплатил, кто-то кого-то раскрутил. Такой человек навряд ли почувствует вот эту силу труда, понимаете? Вот это мое дитё, можно сказать. Второй мой ребенок ждет понедельника, которого я заберу. Дорогие друзья, книга издана не ради наживы. Если бы была моя воля, я бы эти книги принесла все домой и просто всем бы раздала и отправила. Я вам серьезно говорю. Я ее издала не ради выгоды. Даже если эта книга никакой прибыли и не принесет, но просто распространится, мне этого достаточно. Но дело в том, что я заключаю договор с издательством, поскольку я автор, я не коммерсант, я не продавец. Понимаете, я не буду продавать книги. Продает книги организация, продает торговый дом. Именно по этой причине, скажем так, я не могу вам сказать ни цену этой книги, ни где она будет находиться. Мне обещали вот
на днях уже сказать и сайты. Ну, я думаю, что, скажем так, на сайте Велигор появится, это уж точно, а в остальном посмотрите сами. Я вам скажу, конечно, более такие магазины, которые принимают, ну, интернет-магазины книг, которые принимают такого типа книги, да. Вы, естественно, там можете заказать, но и Велигор может, в принципе, сайт Велигор вполне может отправить всем желающим, потому что я думаю, что скоро появится на сайте. Если может быть, что до понедельника подождем, чтобы как бы 2 книги сразу появились, а может раньше, это уже по их усмотрению, но Велигор-то именно, естественно, может отправить всем желающим и всем, кому это нужно. Здесь, знаете, я начну, наверное, свой рассказ с кавказского такого эпоса маленького. Ну, как сказка, мудрость, когда молодой человек все время конфликтует с отцом, и он в злобе говорит ему, что не оставит наследство, пока не увидит заработанный им рубль. Сын уходит на весь день где-то, возвращается вечером, мать тайком отдает рубль и говорит: иди покажи отцу, что ты заработал. Он подходит к отцу, показывает рубль. Отец хватает рубль, кидает в печь. Сын безучастно смотрит, обидевшись, уходит спать. И отец ему вслед говорит: это не твой рубль, ты не заработал. Следующий день с утра мать отдает рубль и говорит: покрутись и приди поздно вечером, пусть он думает, что ты работал. Когда он приходит поздно вечером, отдает отцу рубль, тот берет спокойно, кидает в печь. Опять сын не реагирует, и опять отец говорит: не заработано это тобой, иди отсюда. На 3-й день сын, уже уставший от упреков отца, идет работать. Весь день таскает мешки, работает рабочим, уставший, значит, разбитый, берет свой рубль заработанный, приходит домой. Показывает отцу, отец берет рубль и кидает в печь. И сын, обозленный, кидается, начинает раскидывать горячие угли и с ожогами на руках достает этот рубль и кричит: как ты можешь? Я весь день работал за этот рубль. И отец говорит: вот теперь я понимаю, что это ты заработал. Потому что когда заработано тобой, ты за него и в печь кинешься. Понимаете? Вот точно так же можно сказать про любой свой труд. Книга. Если книга тобой выстрадана, если книга передает опыт твоей жизни, если книга передает всю твою и боль, которую ты пропустила через себя, и силу, которую ты поняла и ощутила, и труд твой, и, знаете, и моральные страдания, и, значит, интеллектуальный вот труд, и интеллектуальные эти все трудности, переживания. То есть ты доросла, ты достигла этого. И если это твой труд, и тем более, если ты отдаешь, вот, собственно говоря, работаешь на эту книгу просто, ты отдаешь огромную сумму, я не буду называть, но это немалая сумма, сама лично, без ничьей помощи. Ты отдаешь и издаешь это, вот его. Понимаешь? Тогда ты ощущаешь, что это твой труд. И из-за этой книги уже ты огонь и воду. А когда кто-то за тебя печатает, кто-то рисует, кто-то пишет, когда ты пишешь какие-то пустые, абсолютно бессмысленные книженции ради количества, чтобы продать, даже если с ними что-то и случится, как-то не причиняет боли, понимаете? Потому что не свой труд, не свои страдания, не твое. Вот здесь в этой книге вся инга. Это для практиков. Философскую часть мы добавили для ритуалы для всех. Там больше философской части, там больше моих лекций, объяснений больше, чем здесь. Считается, что практикам незачем это все объяснять, практик и так знает. Но для простых людей, которым я дала ритуалы для благополучия, я больше объясняю позицию жизненную и больше показываю, как бы, что, как, больше веду с ними беседу.
Практикам это столько не нужно. Они сами знают это все, они сами это прошли. Конечно, не помешает, но не столь важно. Если у них есть желание, они могут и вторую книгу взять и как бы там это все просмотреть. Я не знаю, что сказать. Наверное, впервые в жизни у меня вот ощущение такое, что это начало. Это начало очень великого пути и конец очень тернистого пути. Я очень благодарна силам, которые мне помогали. Очень. У меня признательность просто безграничная. Вот мы говорим, что ритуалы практика, если он практик, первым делом должны срабатывать для него, да, и что мы живой пример тому, что наша магия работает. Согласны со мной? Так вот, я вам могу сказать со всей честностью. С того момента, когда я решила издать книги, я вам говорила, что дело даже не в материальном, а морально нужно быть готовым книгу издать. Морально, дорогие друзья, больше морально, чем материально. Так вот, с того момента, когда я решила, что я хочу издать книгу, и с того момента, как эта книга здесь лежит, прошел всего лишь месяц. Тогда у меня не было ни возможности, ни мечты, ни даже мысли о том, что я смогу. Я стала применять свои ритуалы на себя, скажем так. И вот вам пример. Фортуна помогает, если я обращаюсь. Я должна первая быть примером тому, чему я учу людей. Она помогает, дорогие друзья. Женщина абсолютно одна, с не очень легкой судьбой, с изъяном определенным, который очень долго мешало жить. Потом я привыкла, пришла в себя, все нормально, все хорошо, абсолютно никаких комплексов нет. Но в любом случае, согласны со мной, что это очень-очень непросто. Со всем этим смогла одна это сделать. Это говорит о том, что те силы, о которых я вам говорю, о которых я вам рассказываю, к которым я призываю обращаться, помогают в первую очередь мне. Иначе я бы не имела морального права вам говорить. Моя магия должна работать, и она работает. Она работает в первую очередь для меня, и вы, видя мой пример, понимаете, что если она смогла, почему я не смогу? Но я не имею в виду обязательно вот как бы ремесло колдовское во всех сферах. Ведь деньги можно применить во всех сферах, не только в колдовстве, правда? Что еще сказать, дорогие друзья? Давайте немножко ознакомлю. Итак, я посчитала, что вот именно вот этот пейзаж, он красивый, он правильный, он подходит. Следующий момент. Описание книги вы сами прочитаете. Я сегодня подарила несколько книг, собственно говоря. Так, идем дальше. В данный момент не пишется издательство, потому что некоторое время издательство решило, что как бы его печать ставить не нужно, но она стоит сзади. Ну, впереди, я имею в виду, нет. Далее. Вступительное слово. Вот все эти главы разделены. Чистка, защита. Так, на деньги. Ритуалы, необходимые практику. То есть для работы имеется в виду. Здесь на все случаи жизни. Вот любой случай жизни, когда к практику обращаются за помощью, и здесь есть описание того, что можно сделать. Значит, вот здесь в основном сильные чистки и защита, которые можно ставить. Здесь в основном денежное открывание удачи у человека. Здесь в основном то, что, как бы, знаете, грубо говоря, должно быть под рукой. Вот любой ритуал, который нужно. Хозяйки судьбы для блага, обращение книги для победы, славянское колдовство, вот, к богине Анаит и прочее, прочее. То, что вы знаете, собственно говоря.
И, кстати говоря, очень были удивлены, что есть автор, у которого ничего не взято где-либо, все свое. Абсолютно ни одной буквы у кого-либо не взято. Все свое, абсолютно свое. Даже на почве, скажем так, одного ритуала, другой. Сейчас в основном вы знаете, что очень мало ритуалов именно исконно авторских. В любом случае. Далее. Вот, помощь, практику идет. Это в основном, значит, для нас, для нашей работы. Закрепить там результат, восславить богов, приумножить силу. Это все нужно, дорогие друзья, потому что не только чистка, защита и прочее нужно для нас. Нам еще нужно постоянно держать связь с этими силами, для того, чтобы усилиться, чтобы пришел тот момент, когда пространство уже работает на тебя. То есть она уже выполняет твои желания, собственно говоря. Далее пойдемте. Это месть, порча, самозащита, прочее. Все в одну кучу. Вот, пожалуйста, и заключение. Очень дизайн неплохой. Я хотела еще альбом здесь, но, видимо, они не получили, поэтому договорились, в другой книге будет альбом. Я думаю, что вы и так видели мои все работы, скажем так, нечем удивить, потому что эта серия книг, она в основном для, скажем так, для людей, которые меня знают. Хотя, знаете, 100% невозможно сказать, что только для таких людей. Есть очень много людей, которые, увидев первый раз, захотят взять. Одним словом, дорогие друзья, если эта книга распространится, если ее будут передавать из рук в руки, переписывать, копировать, фотографировать, пользоваться люди, мне этого достаточно. Поверьте мне, абсолютно не ради денег и не ради наживы я издаю свои книги. Абсолютно. Это второстепенная уже работа моя. Основная работа – это моя работа, которую я провожу с людьми. Это для того, чтобы увековечить, это для того, чтобы оно было в истории. Потому что я знаю, что это останется. Я знаю, что многим поколениям еще это пригодится. И очень много людей, может быть, спасены вот через эти ритуалы. Я хочу, чтобы люди, которые практикуют, действительно практикуют, могли быть лучшими в своем деле. Чтобы они могли сказать, что они берут ритуалы Хосроевой, что берут и этими ритуалами спасают людей. И каждая спасенная судьба, это будет отчасти и моя заслуга, потому что сделано это моими работами, моими ритуалами. Согласны? Это уже для меня будет благословение, это уже будет для меня благодарность Вселенной, сила, энергия, все, что хотите, как хотите называйте, но в любом случае это уже будет для меня очень большой плюс. И даже когда меня уже не будет на этом свете, эти книги будут жить. И уже никто не сможет просто сказать, что, знаете, на словах мы все можем, а покажи-ка, что это твои работы, и докажи. И никто уже не сможет просто взять мои ритуалы, поставить у себя и сказать, что он имеет право, поскольку это общественное, значит, все можно делать как хочешь, и какая разница, тебе дали или ему дали. Никто не сможет, поскольку это уже юридическая, это уже законная сила твоя, это твоя собственность. А значит, если кто-то еще посмеет взять мои ритуалы и выдать за свои, я могу этого человека затаскать по судам, потому что этого делать не позволю. Хватит, сколько у меня крали, воровали, достаточно. Уже давно пора, чтобы мои работы работали для меня, на мое имя. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать, дорогие друзья. И в конце еще раз напомню, что я вам на днях выложу и сайты, где они, наверное, будут, наверняка будут продаваться. Не я их продаю. Я взяла несколько экземпляров, чтобы отправить всем моим друзьям. Конечно, я всем отправлю. В первую очередь я отправлю Ольге, потому что она мой близкий человек. И она болела за меня очень многие годы. Она очень хотела, чтобы эти книги вышли в свет. Второй, кому я отправлю, это Матвей. Пусть читает, умнеет. Я отправлю Яне, я отправлю Марине в Грецию. Я отправлю еще пару
человек есть, которым я хочу отправить благодарность за то, что меня поддержали. Спасибо вам огромное, люди. Вот эта книга ваша заслуга. Эта книга создана нами всеми. Мне действительно очень приятно, я просто еле сдерживаюсь. Мне настолько приятно, что столько людей меня поддержали, помогли. Спасибо большое. Наверное, потому что я просто человек. Может, поэтому, сколько прошли мы с вами трудностей, сколько пытались палки в колеса вставлять, сколько пытались подлости сделать, и ничего не получилось ни у кого. Ни у кого. Потому что за настоящей ведьмой всегда стоят силы, которые никогда не позволят ей упасть. Вот если бы не силы желали моего возвышения, я бы не смогла ничего. Вот именно они меня повели по этому тернистому пути, где очень многие теряются, и мало кто может вылезти живым-здоровым. Они меня повели и подняли. Значит, это их воля, их желание, чтобы я была. Чтобы я этого добилась, чтобы я могла достучаться до сердец людей, до их разума, привести их в порядок, показать им настоящую магию, отсеять из их головы дурь, которая должна проветриваться с годами из-за того, что настоящее приходит в замену фальшивому. Что сказать? Это самое главное доказательство силы человека, когда один человек может противостоять целым корпорациям, победить, выйти победителем с гордо поднятой головой, со своими авторскими правами, книгами, людьми, которые за тебя болеют, людьми, которые создают твой сайт, которые создают очень много чего, то, что я еще не хочу забегать вперед, и сайт я со временем на днях покажу вам, чтобы мы все там собрались, зарегистрировались, чтобы не зависели ни от ютубов, ни от чего-то другого. Когда все поднялись, все начали грузить мои ролики, мне было до слез приятно. Потому что не каждому человеку столько делают, понимаете? Тут заплату не все хотят сделать, а здесь девочки взяли, набрали все мои тексты. Если бы мне оставить, я, наверное, годами бы так и не нашла время набирать их и, значит, издать. Здесь взялись и начали делать мне сайт. Очень красивый, отличный сайт, очень удобный, с форумом, который скоро будет, где можно зарегистрироваться и болтать сутками, и не боясь, что там это все удалят, потом уничтожат, растопчут, понимаете, подло ударят в спину из-за своей слабости и трусости. Люди, которые поддержали меня и звонили мне каждый день и писали мне о том, что мы будем создавать, мы будем все ваши ролики создавать, ставить на место, потому что мы все это скопировали. Ну, как вам сказать, это ли неприятно? Это самое приятное, это самое великое признание, о чем мечтает каждый человек на самом деле. Когда тебя ненавидят враги, это уже признание, значит, ты лучший, и ты впереди. Когда тебя любят друзья, искренне радуются за твои победы, это уже признание, значит, ты стоишь того. И каждый человек по себе выбирает свиту, по себе выбирает окружение. Если мое окружение такие зрелые, разумные, сердобольные люди, значит, я чем-то заслужила это право, чтобы меня окружали такие люди. Я вам очень благодарна. Спасибо большое, дорогие друзья. Огромная благодарность всем, потому что эта книга отчасти и ваша заслуга. И не только эта книга. Вторую книгу я представлю вашему вниманию, надеюсь, в понедельник, если, конечно, я, что-нибудь там не получится так, что я не успею поехать, но в любом случае, я думаю, что должна успеть поехать и привезти и ту книгу, и показать вам. А потом, на каких сайтах они появятся, тоже на днях узнаю. Я уже не буду, конечно, беспокоить людей ночью, и завтра я позвоню редактору, я спрошу, точно уточню, на каком сайте еще может быть, чтобы желающие могли это приобрести. Ну, что вам сказать? Это начало нашего пути. Дальше будет лучше. Ваша Инга. Удачи всем.